Эта ночь приглашает нас в особенное путешествие. Не в дальние страны, не в забытые эпохи, а в самое загадочное место, которое только можно представить — в глубины человеческой души. Сегодня мы отправимся туда, куда редко заглядываем при свете дня. Туда, где прячутся наши отвергнутые части, наши непризнанные желания, наша непрожитая жизнь. Возможно, вы уже слышали о концепции, которая называется «тень». Карл Густав Юнг, великий швейцарский психиатр и мыслитель, подарил миру это понятие, открыв нам доступ к пониманию одной из самых таинственных сторон нашего существа. Сегодня ночью мы будем говорить не просто о психологической теории. Мы будем говорить о том, что касается каждого из нас, о том, что определяет наши поступки, наши симпатии и антипатии, наши страхи и стремления гораздо больше, чем мы привыкли думать. Устраивайтесь поудобнее, приглушите свет, оставьте только мягкое сияние экрана или ночника. Эта атмосфера полумрака как нельзя лучше подходит для нашей беседы. Ведь именно в полумраке, на границе света и тени, происходят самые важные открытия о себе. Именно здесь, в этом пограничном пространстве, между сном и явью, между сознанием и подсознанием, мы можем встретиться с той частью себя, которую так долго отвергали. Важно сразу оговориться. Все, о чем мы будем говорить сегодня, носит исследовательский характер. Некоторые концепции, особенно касающиеся символов и архетипов, следует воспринимать как версии, как метафоры, помогающие нам лучше понять устройство нашей психики. Это не догмы, а инструменты познания. И как любые инструменты, они требуют бережного и осознанного использования. Наше путешествие будет спокойным и безопасным. Мы не будем форсировать события, не будем погружаться глубже, чем вы готовы. Это приглашение к знакомству, к мягкому и уважительному диалогу с той частью себя, которая так долго оставалась в изгнании. И, возможно, именно сегодня ночью вы обнаружите, что то, чего вы боялись больше всего в себе, на самом деле является источником вашей силы и подлинности. Представьте себе комнату, освещенную единственной свечой. Эта свеча горит ровно, ее пламя колышется от едва заметных движений воздуха, создавая причудливую игру света и тени на стенах. Свеча — это ваше сознание, ваша дневная личность, тот образ себя, который вы предъявляете миру. Круг света от нее — это все, что вы знаете и принимаете в себе. Ваши достоинства, ваши социально одобряемые качества, ваши достижения и таланты. Но посмотрите внимательнее. Чем ярче горит свеча, чем сильнее ее свет, тем более четкими и глубокими становятся тени в углах комнаты. Эти тени не просто отсутствие света. Они обладают собственной плотностью, собственной реальностью. И в этих тенях живет все то, что вы есть, но чем вы не позволяете себе быть. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И обязательно пишите в комментариях, что вам еще хотелось бы посмотреть. Может, есть темы, которые вас давно интересуют. Итак, располагайтесь комфортно. Наше повествование начинается. Теперь вернемся к нашей комнате со свечой. В тенях скрывается целый мир. Там живет ваш подавленный гнев, который когда-то, возможно, еще в детстве, вам запретили выражать. Там прячется ваша спонтанность, которую вы принесли в жертву серьезности и ответственности. Там томится ваша чувственность, которую вы сочли неуместной или даже постыдной. Там дремлет ваша творческая натура, которую вы заперли, решив, что творчество — это несерьезно, это не для взрослых людей. Эти теневые обитатели не исчезают от того, что мы их не признаем. Напротив, они становятся сильнее, изобретательнее в своих попытках быть услышанными. Они прорываются в наших снах, в наших оговорках, в наших неконтролируемых реакциях на других людей.
Они живут своей тайной жизнью. И эта жизнь влияет на нас гораздо больше, чем мы можем себе представить. Образ комнаты со свечой — это не просто красивая метафора. Это рабочая модель нашей психики, которая помогает понять, как устроено наше внутреннее пространство. И главное, что стоит понять, тени в этой комнате не враги. Они часть общего пространства, часть целостной картины. Без теней не было бы и света. Без темноты мы не могли бы оценить яркость пламени. Концепция тени появилась не на пустом месте. Карл Густаво Юнг, ученик и последователь Зигмунда Фройда, в начале XX века совершил революцию в понимании человеческой психики. Если Фрейд говорил о вытесненном бессознательном, то Юнг пошел дальше. Он увидел в бессознательном не просто свалку подавленных желаний, а целый мир архетипов, универсальных образов и паттернов, общих для всего человечества. Среди этих архетипов тень занимает особое место. Это не просто психологический конструкт, а живая, динамичная часть нашей психики. Юнг определял тень как совокупность всех личностных качеств, которые человек не желает признавать в себе, которые он вытесняет в бессознательное. Но здесь важно понимать, тень — это не обязательно что-то негативное или злое. Это просто то, что не вписывается в наш сознательный образ себя. В культурном контексте концепция тени появилась в эпоху глубоких перемен. Начало XX века — время, когда традиционные ценности и представления о человеке подвергались серьезному пересмотру. Две мировые войны показали, на какие чудовищные поступки способен цивилизованный человек. Стало очевидно, что под тонким слоем культуры и воспитания скрывается нечто первобытное, мощное и не всегда контролируемое. Юнг работал с пациентами, страдающими неврозами, депрессиями, различными психологическими расстройствами. И он заметил удивительную закономерность. Чем сильнее человек старается быть исключительно хорошим, чем больше он отрицает свои теневые стороны, тем более разрушительными становятся последствия. Подавленная тень не исчезает. Она накапливает энергию и, в конце концов, прорывается наружу в виде срывов, болезней, саморазрушительного поведения. Сегодня, спустя более 100 лет после первых работ Юнга о тени, эта концепция не просто сохранила актуальность, она стала еще более важной. Мы живем в эпоху социальных сетей, где каждый стремится показать идеальную версию себя. Мы создаем безупречные профили, выкладываем только удачные фотографии, делимся только успехами. Наша коллективная персона, социальная маска, стала толще и жестче, чем когда-либо. А значит, и наша тень стала глубже и мощнее. Современная психология подтверждает многие интуиции Юнга. Исследования показывают, что попытки подавить нежелательные мысли и эмоции приводят к обратному эффекту. Они становятся навязчивыми. Отрицание части себя требует огромных психических ресурсов и приводит к эмоциональному выгоранию. Напротив, принятие и интеграция всех аспектов личности связаны с психологическим благополучием и жизнестойкостью. Важно понимать, работа с тенью — это не психотерапия в медицинском смысле. Это скорее путь самопознания, путь к целостности. И этот путь доступен каждому, кто готов честно взглянуть на себя, на все свои стороны, светлые и темные. История формирования тени начинается с самого рождения. Младенец приходит в этот мир целостным. У него нет разделения на хорошие и плохие части себя. Он просто есть. Он кричит, когда голоден или испуган, улыбается, когда доволен, тянется к тому, что привлекает его внимание. Все его импульсы естественны и непосредственны. Но очень скоро
начинается процесс социализации. Ребенок узнает, что некоторые его проявления встречают одобрение и любовь, а другие — не одобрение, а порой и наказание. Хорошие мальчики не плачут, приличные девочки не кричат. Нельзя злиться на маму, некрасиво завидовать. Эти и тысячи других посланий формируют в ребенке понимание того, каким он должен быть, чтобы его любили и принимали. И вот начинается великое расщепление. Ребенок учится показывать только те части себя, которые одобряются, и прятать те, которые осуждаются. Но спрятанное не исчезает. Оно уходит в подполье психики, в бессознательное. Там формируется то, что Юнг назвал тенью. Совокупность всех отвергнутых, непризнанных, нежелательных аспектов личности. Представьте себе мальчика, которому с детства внушали, что мужчины должны быть сильными и никогда не показывать слабость. Его естественная чувствительность, потребность в нежности и утешении становится частью тени. Он вырастает внешне уверенным и жестким, но внутри него живет отвергнутый чувствительный ребенок, который жаждет тепла и понимания. Или девочка, которой говорили, что она должна быть скромной и уступчивой. Ее природная напористость, желание лидировать, здоровая агрессивность уходят в тень. Она становится милой и удобной для окружающих, но внутри нее клокочет подавленная сила, которая ищет выхода. С годами тень становится все более сложной и многослойной. К детским вытеснениям добавляются подростковые комплексы, юношеские разочарования, взрослые компромиссы. Человек создает все более совершенную персону, социальную маску, которую он показывает миру. И чем идеальнее эта маска, чем больше она расходится с полной картиной личности, тем мощнее становится тень. Но тень не может оставаться в заточении вечно. Она находит способы проявиться. Самый распространенный из них — проекция. Мы начинаем видеть свои теневые качества в других людях. То, что мы отрицаем в себе, мы с особой остротой замечаем и осуждаем в окружающих. Коллега кажется нам невыносимо тщеславным, потому что мы подавили собственное желание признания. Знакомый раздражает своей безответственностью, потому что мы не позволяем себе расслабиться. Другой способ проявления тени — срывы и неконтролируемые реакции. Спокойный и сдержанный человек вдруг взрывается яростью по незначительному поводу. Рациональный и логичный внезапно совершает абсолютно иррациональный поступок. Эта тень вырывается из заточения, когда сознательный контроль ослабевает. Путь героя в работе с тенью — это путь от отрицания к признанию, от борьбы к интеграции. Это путь, который требует мужества взглянуть на те части себя, которые мы привыкли считать неприемлемыми. Но именно на этом пути человек обретает целостность и подлинную силу. В истории человеческой культуры тема встречи с темным двойником, с теневой стороной личности появляется снова и снова. Одна из самых ярких литературных иллюстраций концепции тени — повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Доктор Генри Джекил был воплощением викторианского идеала. Благородный, сдержанный, высокоморальный джентльмен. Но внутри него жила другая сторона — страстная, импульсивная, жаждущая запретных удовольствий. Вместо того, чтобы признать и принять эту сторону, Джекил попытался решить проблему радикально. Он создал химический препарат, который позволял ему физически отделять свою теневую личность. Так появился Эдвард Хайд. Уродливый, жестокий, аморальный. Все то, что Джекил в себе отрицал и презирал, воплотилось в этой отдельной личности. Поначалу Джекилу казалось, что он нашел идеальное решение. Днем он мог оставаться безупречным доктором, а ночью, приняв эликсир, превращался в Хайда и давал волю всем своим подавленным желаниям.
Но история закончилась трагически. Хайд становился все сильнее, а контроль Джекила над превращениями все слабее. В конце концов, темная сторона полностью поглотила светлую. Эта история — метафорическое предупреждение о том, что происходит, когда мы пытаемся полностью отсечь от себя тень, вместо того, чтобы интегрировать ее. Интересно, что сам Юнг предлагал несколько иную интерпретацию, которую можно рассматривать как одну из версий. По его мнению, и Джекил, и Хайд были односторонними, неполными. Джекил был слишком хорош, Хайд — слишком плох. Настоящая целостность возможна только через принятие обеих сторон, через их синтез. В восточных философских традициях мы находим похожие идеи, хотя и выраженные иным языком. Концепция инь и ян в даосизме говорит о том, что противоположности не исключают, а дополняют друг друга. В каждом светлом есть зерно темного, в каждом темном — зерно светлого. И только их динамическое равновесие создает гармонию. Буддийская концепция принятия того, что есть, также перекликается с юнгианским подходом к тени. Попытки отрицать или уничтожить часть реальности, включая нежелательные аспекты собственной личности, согласно буддизму, являются источником страдания. Освобождение приходит через принятие всей полноты опыта. Современные исследователи предлагают свои версии понимания феномена тени. Некоторые нейропсихологи считают, что механизм формирования тени связан с работой различных отделов мозга. Префронтальная кора, отвечающая за социальное поведение и самоконтроль, подавляет импульсы, исходящие из более древних отделов мозга. Это подавление необходимо для жизни в обществе, но оно же создает внутренний конфликт. Существует версия, что тень выполняет важную эволюционную функцию. Она сохраняет те качества и способности, которые могут быть не нужны в текущей социальной ситуации, но могут оказаться критически важными при изменении обстоятельств. Агрессивность, эгоизм, хитрость — эти качества осуждаются в мирное время, но могут спасти жизнь в экстремальной ситуации. Важно понимать, что тень содержит не только негативные качества. Юнг говорил о золотой тени, подавленных позитивных аспектах личности. Человек, выросший в семье, где не поощрялись таланты и достижения, может вытеснить в тень свои творческие способности, свою яркость, свою способность к лидерству. Работа с такой тенью — это не принятие темных сторон, а освобождение света, который был заперт в темнице. А теперь давайте перейдем от теории к практике. Я предложу вам несколько способов начать знакомство со своей тенью. Эти практики безопасны и могут выполняться самостоятельно. Хотя, конечно, глубокая работа с тенью лучше всего происходит при поддержке опытного психолога. Теневой дневник. Заведите отдельную тетрадь, куда вы будете записывать все без цензуры. Ваши плохие мысли, вспышки гнева или зависти, сны, которые кажутся вам странными или постыдными, фантазии, в которых вы не решаетесь признаться даже себе. Ключевое правило этого дневника — никакого осуждения. Вы не судья. Вы исследователь. Ваша задача — просто наблюдать и фиксировать то, что происходит в вашей внутренней темноте. Сознательное наблюдение за проекциями. Вспомните ту практику, что мы делали. Теперь попробуйте делать это в течение дня. Как только вы чувствуете сильный эмоциональный заряд по отношению к кому-то, остановитесь на секунду и спросите себя, какую часть меня сейчас показывает мне этот человек? Какую свою тень я в нем вижу? Не нужно себя ругать. Просто скажите себе: «Ага, вот она, моя тень проявилась. Я тебя вижу». Простое узнавание уже лишает проекцию огромной части ее власти над вами. Диалог с субличностью. Это может показаться странным, но это мощная практика.
В момент, когда вы чувствуете проявление тени, например, иррациональный гнев, попробуйте уединиться, закройте глаза и представьте эту часть себя как отдельного персонажа, как некую фигуру, и мысленно задайте ей простой вопрос. Что ты хочешь мне сказать? От чего ты пытаешься меня защитить? Что тебе нужно на самом деле? Слушайте ответ без критики. Чаще всего вы услышите не желание разрушать, а крик о помощи, о признании, о неудовлетворенной потребности. Теперь я приглашаю вас к небольшой визуализации. Закройте глаза, если это возможно и безопасно. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте, что вы стоите в той самой комнате со свечой, о которой мы говорили в начале. Вы — это свеча. Ваше сознание — это ее свет. Теперь позвольте своему внутреннему взору обратиться к теням в углах комнаты. Не спешите. Просто наблюдайте. Что вы там видите? Какие фигуры, какие образы проступают в полумраке? Не пугайтесь того, что увидите. Помните, это части вас, которые просто хотят быть признанными. Выберите одну тень, которая привлекает ваше внимание. Мысленно подойдите к ней ближе. Посмотрите на нее с любопытством исследователя, а не со страхом или осуждением. Что это за часть вас, когда она ушла в тень? Что заставило вас ее отвергнуть? А теперь сделайте самое важное. Мысленно скажите этой тени: «Я вижу тебя. Ты — часть меня. И я готов начать с тобой знакомство». Не нужно сразу обнимать и принимать. Достаточно просто признать существование. Медленно возвращайте внимание к дыханию, к телу, к окружающему пространству. Откройте глаза, когда будете готовы. То, что вы увидели, это первый шаг на пути интеграции. Не форсируйте события. Позвольте процессу идти в своем естественном темпе. Мы подходим к завершению нашего ночного путешествия в мир тени. Давайте вернемся к образу, с которого начали, к комнате со свечой. Но теперь вы смотрите на нее иными глазами. Тени в углах больше не кажутся угрожающими. Они просто часть общей картины, часть целостного пространства вашей души. Работа с тенью — это не спринт, а марафон длиною в жизнь. Это путь, который требует терпения, мужества и, главное, сострадания к себе. Каждый раз, когда вы признаете отвергнутую часть себя, каждый раз, когда вы выбираете диалог вместо подавления, вы делаете шаг к целостности. Что дает интеграция тени? Прежде всего, колоссальное освобождение энергии. Представьте, сколько сил уходит на то, чтобы держать в заточении целые части своей личности. Когда эта внутренняя война прекращается, вся эта энергия становится доступной для жизни, для творчества, для отношений. Интеграция тени дает подлинность. Вы перестаете играть роль идеального человека и становитесь настоящим, со всеми своими гранями, светлыми и темными. Парадоксально, но именно эта подлинность, а не безупречная маска, привлекает к нам людей и создает глубокие, настоящие отношения. Принятие тени дает мудрость. Вы перестаете судить других за их недостатки, потому что признали эти же качества в себе. Вы становитесь более сострадательным, более понимающим. Вы видите в каждом человеке не набор достоинств и пороков, а сложную, многогранную личность, борющуюся со своими тенями так же, как и вы. Важно помнить: принять тень не значит потакать деструктивным импульсам. Если вы признали в себе способность к агрессии, это не означает, что нужно начать всех бить. Это означает, что вы можете осознанно использовать энергию агрессии для защиты своих границ, для достижения целей, для преодоления препятствий. За подавленным гневом скрывается сила, за отвергнутой чувствительностью — глубина, за непризнанным эгоизмом — здоровая забота о себе, за запертой в темнице спонтанностью — творческий потенциал.
Каждая теневая черта, будучи признанной и интегрированной, превращается в ресурс. Мы начали наше путешествие с образа комнаты, освещенной свечой. И вот теперь представьте, что в этой комнате зажигаются новые источники света. Не яркие лампы, которые уничтожили бы все тени, а мягкие огоньки, которые создают игру полутонов. Комната становится уютнее, объемнее, живее. Это и есть метафора интегрированной личности. Не стерильно освещенное пространство без единой тени, а живая, дышащая целостность света и тьмы. Сегодня ночью вы сделали важный шаг. Вы позволили себе взглянуть туда, куда обычно смотреть страшно или стыдно. Вы начали диалог со своей тенью. И пусть этот диалог продолжается в ваших снах, в ваших размышлениях, в вашей повседневной жизни. Помните, ваша тень — не враг, которого нужно победить. Это заблудившийся друг, который очень долго ждал, когда вы его найдете и вернете домой. И когда это произойдет, когда все части вас воссоединятся, вы почувствуете то, что Юнг называл индивидуацией, становление подлинным, целостным собой. Если эта ночная беседа оказалась для вас полезной, если она помогла вам немного лучше понять себя, я буду рад встретиться с вами снова. На нашем канале есть еще много историй, которые помогут вам в пути самопознания. До новых встреч в ночном эфире, друзья! И пусть ваши сны будут спокойными, а пробуждение — осознанным.